Всем привет! Я тут поругался конкретно с маркетологом, потому что он был против того, чтобы я это видео выкладывал на YouTube. Однако я все равно решил подарить вам один бесплатный урок из своего видеокурса по ремонту и обслуживанию BMW C600, C650 GT. Это банальная и нужная абсолютно всем процедура по замене масла в двигателе со всеми нюансами. И она поможет вам не попасть на замену двигателя из-за какой-нибудь мелочи копеечной или из-за банального незнания. А полный курс включает в себя массу других регламентных и не только операций, включая устранение некоторых недоработок производителя, который не очень-то позаботился о своем конечном потребителе. Также я учу, как пользоваться мануалом, как пользоваться каталогами запчастей, а также где наиболее выгодно покупать эти запчасти, чтобы не переплачивать. Все это поможет вам сделать многие вещи качественно и своими руками, не только сэкономив денег на сервисе и запчастях, но также придаст вам уверенности на дороге, потому что если ты хочешь сделать хорошо, сделай это сам. В курс также входит обратная связь. На какие-то вопросы развернуто я отвечаю на эфирах, на какие-то вопросы я отвечаю лично. В общем, я всегда со всеми людьми, которые мне доверяют, поддерживаю контакт и всегда стараюсь им помочь. А со всей интересующей вас информацией вы можете ознакомиться по ссылочке в описании или в закрепленном комментарии. Там ссылочка на мой топ-линк, где есть вся информация о моих продуктах, а также там есть мои контакты, где можно мне написать в любой мессенджер и задать любой вопрос. Всем привет! С вами Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. И в сегодняшнем уроке мы будем учиться менять масло с масляным фильтром на скутере BMW C650 GT. Процедура абсолютно аналогична на скутерах BMW C600 Sport и C650 Sport. Когда я говорю аналогично, я имею в виду техническую составляющую и не рассматриваю мелкие отличия по пластику. Пластик на C650 GT мы уже разбирали целиком. И для замены масла в идеале у вас должна быть снята левая большая черная подножка. Подробнее про пластик лучше посмотрите это видео. Когда мы говорим про замену масла в двигателе на C-шке, следует знать несколько особенностей. Во-первых, здесь используется система смазки с так называемым сухим или полусухим картером. То есть система имеет по меньшей мере две сливные пробки из самого картера и из маслобака. Масло заливается в маслобак, который находится в районе ноги заднего пассажира с левой стороны, со стороны боковой подножки. Здесь у нас имеется щуп для проверки уровня масла. Мы его можем открутить. Проверка, если что, производится не закручивая щуп, то есть просто вставили, и на глубину резьбы его утапливать не нужно. Стоит знать, что сливная пробка с маслобака находится вот здесь, прямо в районе самого маслобака, черная под головку на 17, и под ней есть сетка. Там, где маслобак, всегда должна стоять эта сетка. При замене масла вы ее снимаете, промываете и ставите обратно. А в самом картере есть такая же точно пробочка с торца. В процессе я покажу вам ее более крупным планом. И на дорестайловых мопедах с завода стояла сетка, это до 2016 года, если что. И производитель предписывает после обкатки заменить ее на трубку. В противном случае возможно масляное голодание на больших оборотах. Оно на практике и бывает. Если сетка на трубку не заменена или трубка неправильно установлена, то можно потерять двигатель. Это может привести к очень серьезным последствиям, поэтому обращайте на это особое внимание. Начиная с 2016 года под пробкой в картере тоже стоит сетка, и менять на трубку производитель ее уже не требует. Чем это обусловлено, какими изменениями внутри двигателя, я не знаю, но на доресте это делать
точно нужно обязательно. И если скутер попал к вам в руки недавно, вам необходимо обязательно проверить, сетка там или трубка. Если вы точно знаете, что трубка, можно эту пробку не откручивать. Итак, пришло время начать процедуру. Обратите внимание, что если под вот этой пробкой, под головку на 17 черного цвета, у вас установлена маслозаборная трубка вместо сетки, это касается дорестайловых мопедов, как я сейчас уже говорил, то вот эту пробку вы можете не откручивать. Масло сливается через пробку внизу под шестигранник на 8 мм. Вот я как раз туда сейчас шестигранник вставил. Если же вы все равно лезете проверять сетку или трубку, то и масло вы можете слить через нее. Смысла откручивать две пробки в вашем случае нет никакого. Я это и сделаю. Я откручу вот эту вот пробочку под головку на 17. Какие здесь есть нюансы? Самый главный – это ни в коем случае не делать это рожковыми ключами, только полноценной головкой на 17, 6-гранной, не 12, и следить обязательно за тем, чтобы головка была не изношена, в хорошем состоянии, чтобы не сорвать грани. Пробка алюминиевая, и при использовании плохого инструмента это очень легко сделать. Итак, я беру трещотку, головку на 17 и откручиваю. Пробку я удалил, пока что помою, пока масло у меня не спеша стекает. Также, пока у меня стекает масло, я откручу масляный фильтр. Масляный фильтр у нас здесь можно открутить любым съемником масляных фильтров. Можно попробовать это сделать руками. Здесь все достаточно хорошо доступно. Я сделаю это специальным инструментом, так называемой чашкой для масляных фильтров. Она подходит от автомобиля Renault Logan. В магазинах есть, стоит недорого. Замена масла в плане масляного фильтра особо ничем не отличается от любых других двигателей. Остаться с чистой рукой почти нереально. Рекомендую вам беречь кожу и использовать резиновые перчатки. Я уже много лет работаю без перчаток, но не ставьте это в пример. Итак, пришло время проверить, что у нас здесь, сетка или трубка. Можно прям любой отверточкой или любым подручным предметом ее отсюда достать. И внимание, у нас здесь стоит маслозаборная сетка. Обязательно мы ее сейчас заменим на трубку. Вот это дело мы выкидываем. Здесь она недопустима сейчас. Но перед установкой маслозаборной трубки мне необходимо установить масляный фильтр. Ну, не то чтобы это необходимо, просто мне так удобнее. И очень желательно слить масло сразу и из маслобака тоже. Я чистой салфеткой вытираю привалочную плоскость масляного фильтра. Проверяю пальцем, что там точно не осталось никаких загрязнений и песка. Беру масляный фильтр. Мы в данном случае используем Maleo C306. Если у вас нет оригинального фильтра, то это очень хороший аналог. Можно также использовать фирму MAN, фирму очень популярную High Flow Filtro я использовать вам бы не советовал. Я смазываю резинку прямо старым маслом. Заливать масло в фильтр или не заливать, споры ведутся очень давно. Я склоняюсь к тому, что заливать масло в фильтр не надо. Там есть плюсы, есть минусы, это уже тонкости. Главное, чтобы у вас была резинка немножко смазана, тут капля, и размазали ее без фанатизма. Итак, масляный фильтр закручивается без использования каких-либо съемников. В принципе, достаточно будет того описания, что его можно сильно затянуть от руки. Однако можно использовать динамометрический ключ, если у вас есть чашка типа моей. Если не ошибаюсь, тянется он 12 ньютонов, но если ошибаюсь, сейчас здесь появится надпись.
Какой правильный момент на самом деле. Затянул фильтр и просто протираю, насколько получается. Также стараюсь удалить остатки масла, попавшие на глушитель, если вдруг они туда попали, иначе будет противно вонять. Для следующего этапа нам необходимо откинуть боковую подножку. И здесь мы видим еще одну пробку. Поскольку я закрутил фильтр, я могу сдвинуть свою емкость для слива масла, чтобы это масло тоже попало в нее. С откручиванием пробки все то же самое. Хороший инструмент. Грани мне здесь не нравятся, уже не идеальные. Ну, что делать? Главное, ровно держим головку и не торопимся. Уверенное движение. И пробка у нас откручена. Выкручиваем ее совсем. И ждем, пока масло сольется. Пробку также моем. Сами пробки одинаковые. Жду, пока основной поток масла немного пройдет. И переключаюсь на переднюю пробку. Устанавливаю маслозаборную трубку и затягиваю пробку. По счастливой случайности у нас на складе оказалось сразу 4 маслозаборных трубки. Естественно, новых. Данная деталь недорогая, стоит, может быть, плюс-минус около 1000 рублей. И вот таким вот образом она выглядит. Необходимо обратить внимание, что прорезь у нее с одной стороны. И также у нее есть вот такой вот установочный штифт. Надеюсь, его хорошо видно на видео. Очень важно вот этим штифтом попасть в вырез, который находится в глубине картера и смотрит наверх. Вот смотрите, я свечу в отверстие, и в верхней части мы можем наблюдать такую проточку. Вот именно в эту проточку должен попасть наш штифт. Таким вот образом. Вверх он должен смотреть в момент установки. Я начинаю устанавливать. Можно аккуратненько взять такие, как их называют в народе, утконосы. Кстати, тут вот помечена еще рисочка. И как бы немного проворачивая туда-сюда, убедиться, что мы попали правильно в этот фиксирующий штифт. То есть риска должна смотреть четко наверх, и мы не должны мочь провернуть туда-сюда нашу трубку. Если все так, то мы можем смело наживлять пробочку. Также в идеале, если у вас есть такая возможность, заменить резиновое кольцо уплотнительное на пробочке. Но если оно в хорошем состоянии, то можно и не трогать. Далее я подтягиваю пробочку до конца и затягиваю ее с моментом. Нижняя пробка, если что, затягивается 28 ньютон-метров. Следующим этапом нам необходимо точно так же достать вот отсюда маслозаборную сетку. Обязательно промыть ее как следует нефрасом, ну или очистителем тормозов, бензином, чем угодно. Она не имеет никаких штифтов и устанавливается в любом положении, любой стороной. Устанавливаем сетку чистую на свое место и закручиваем пробочку. Также затягиваем ее. Рекомендую вам использовать динамометрический ключ. Далее обязательно замываем вот это место, поскольку масло у нас попало на резинку боковой подножки. И желательно ее хотя бы внешне почистить от этого масла. Ну и в принципе все места, в которых есть масляные пятна, масляный фильтр, переднюю пробку, стараемся замыть, чтобы было как можно меньше вопросов в будущем. Завершаем процедуру. Откручиваем щуп. Желательно тоже его замыть или хотя бы как следует протереть. Я еще вот эту вот часть аккуратненько протираю. И нам необходимо залить 3 литра масла. В принципе, ровно 3 литров, как правило, хватает. И этого прям
достаточно. Производитель заявляет объем масла 3,1 литра. Но учитываем, что мы не можем слить его целиком, мы используем масло ENI 15W50. И рекомендую вам на этом скутере использовать именно эту вязкость. Производитель не принципиален. Самое главное, чтобы были вы уверены в том, что это масло не поддельное. Еще хочу сказать пару слов про вот эту вот маслозаборную трубку. На эту тему ведутся различные споры. Некоторые пытаются доказывать, что трубку ставить туда не надо. Но я могу сказать вам лишь одно, что у тех, кто ездил с сеткой, часто наблюдаются симптомы перегрева на больших скоростях. И впоследствии они довольно часто в итоге меняют двигатели. Поэтому не пренебрегайте копеечной деталькой, она вам сэкономит довольно много денег. Потому что двигатель стоит более 100 тысяч рублей, а эта пластмасска стоит около 1000 рублей, и даже возможно дешевле. В данный момент маслобак у меня полон практически прям до самого верха. Я закручиваю щуп и запускаю двигатель. После того, как двигатель проработал примерно 1 минуту, я откручиваю щуп, протираю его как следует. Должна пройти еще примерно минута после того, как мы его заглушили. И далее, не закручивая щуп, я проверяю уровень. В данном случае у меня здесь минимум. Вот тут у нас две риски. Одна минимум, ее сейчас не очень видно из-за масла. Вторая максимум. Раз риска, два риска. Уровень должен быть где-то посерединке. Сюда, я думаю, нужно грамм 100-150 еще долить, чтобы была примерно серединка. Серединка является идеальным уровнем. И, в общем-то, к этому надо стремиться. Сейчас я принесу еще масло, долью, чтобы был совсем уровень. Хотя, конечно, минимум это тоже в норме, но лучше, чтобы была серединка. И, в принципе, на этом процедура завершена. Итак, сегодня мы разобрались с заменой масла в двигателе на скутере BMW C650 GT. Надеюсь, что информация, которую я вам сегодня предоставил, была полезна. С вами сегодня был Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Увидимся в новых уроках и курсах. В завершении данного видео я хочу ответить на одно очень популярное возражение, которое возникало у многих людей, которые интересовались покупкой курса. Людей часто смущает то, что на платформе GetCourse, где курсы размещены сейчас, ограниченный доступ по времени. Я решил решить эту проблему и в перспективе отказаться от платформы GetCourse, разместить курсы в другом месте, так, чтобы доступ у вас был по времени не ограничен. И неограниченный доступ по времени обязательно получат все, кто уже купил мой курс, а также те, кто его купят в перспективе. Я буду стараться сделать максимально все классно, чтобы вы могли этим всем удобно пользоваться. Ну, по крайней мере, пока работает YouTube, я это сделать смогу точно. А если вы по какой-то причине еще не подписаны на канал, обязательно жмите подписаться на канал, пишите комментарии, ставьте лайки и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых интересных видео. Их будет еще очень-очень много. Всем пока!